Привет всем смотрящим. Это уже вторая часть обзора моего старого скетчбука. И она будет записана, немного в другом формате, нежели первое видео, потому что из-за того, что оно было записано на телефон, на камеру телефона, в вечернее время там было ужасное освещение, поэтому и качество получилось так себе. Ну, а это видео я буду просто на фоне будет спидпейнт, а когда я буду комментировать картинки, они будут появляться на экране. Вот. Без долгих прелюдий начинаем. Мне было сложно выбрать, у меня оставалось еще два таких же скетчбука, как и в первом видео. Мне было сложно выбрать, с какого начать, потому что они были заполнены примерно в один и тот же год, поэтому тяжело понять, какой из них первый. Пускай будет этот. В данном скетчбуке, конечно, в основном скетчи, но я думаю, вам тоже будет интересно. Да боже мой, что с этой петличкой? Я просто ее держу в одном и том же положении, но звук постоянно меняется. Что за хрень? Итак, первый рисунок. Мы видим какое-то существо, какую-то девочку с козлиными зрачками, какой-то фури. На самом деле это был... Их существует две такие сестрички, вот я вставлю референс. Это был дизайн двух персонажей, который мне захотелось для чего-то использовать, но в итоге он был заброшен. И вот. Дальше идет работа акварелью. Это был реквест для одного из подписчиков, которые, я думаю, уже давно отписались, потому что у меня не первый раз были такие подписчики, которые подписались чисто, чтобы получить арт и свалить. Печально. Раскрашены, кстати, акварелью. Мне в то время захотелось попробовать рисовать не только карандашами. Скетч с Корой и Рэйчел. Кора в бинтах. Дальше какая-то девочка-мотылек. Она довольно милая. Какое-то рыбоподобное существо. Да, если в первом скетчбуке были в основном аниме-девочки, тут будут в основном фури. Дальше опять что-то цветное. Да, я Englishman, да, поэтому все на английском. Если вкратце, то у меня изначально, по моему видению, у меня должна была быть вселенная с фури-котами-школьниками. Может, когда-нибудь расскажу об этом подробнее. Дракон на заднем фоне — это тоже Кора, по цветам можно понять, по фиолетовым глазам. У нее был специальный амулет, чтобы превращаться в других существ. Арт сделанный чисто по приколу. Тут два моих персонажа. Подруга выбрала, в какую одежду их переодеть. И вот родился вот этот арт. Какой-то скетч по, опять же, моей вселенной школьников-котов, но уже на русском. Маленькие скетчи драконов. Это у меня есть такой вид существ в моей вселенной, теперешней. Какой-то робот-андроид. Пистолет нарисован относительно хорошо для меня. Походу, он срисован. Дальше существо тоже моего вида из моей вселенной. Какой-то киборг, у него металлическая нога, металлическая рука. А вот это моя небольшая практика в реалистичных человеков. Боже мой, какие они страшные, какие у них огромные глаза. Жесть. Это тоже реквест для одной подписчицы. Если найду, покажу законченную работу. Очень грязный скетч ручкой с моими персонажами, когда они дети. Дальше скетч персонаж моей подруги, вот этот вот циклоп. Кора. И
Опять же, коты-школьники из моей бывшей вселенной. Вот этот вот пацан с роботом вдохновлены очень похожим, практически таким же пацаном, с практически таким же желтым роботом из мультсериала «Я и мой робот». Мне очень нравилось смотреть его в детстве. Кто-нибудь вообще знает этот сериал? Кто-нибудь его помнит, кроме меня? Опять же, коты-школьники. Прикол в том, что у меня было все настолько продумано, что у меня прям был целый класс этих школьников. У каждого было свое имя, у меня где-то в тетрадке это записано. Без комментариев. Кора прекрасно описывает ситуацию на рисунке. Скетч персонажей из одного коллабного комикса, которого мы делали с подругой в школе. Ну, недоделанный скетч. Это мой персонаж Уильям в детстве, ну и попытка его хуманизировать. Это персонажи из еще одной моей вселенной, которая планировалась. Мне хотелось над ней работать, но не получилось. Это должно было быть что-то похожее на Gravity Falls, только в СНГшных реалиях. Очень классный код, который мне до сих пор нравится. Он немного вдохновлен существом, которое было у меня во сне. Вы видите, что у него тело как будто бы шарнирное, это потому что он составлен из разных частей, то есть он может разъединяться, допустим, там голову снять. Я планирую его перерисовать и использовать, ну, как-нибудь использовать. Кора в детстве с какими-то милыми птичками. Да, у нее были длинные волосы. Опять маленький Уильям, его брат и его сестра в детстве. Опять какие-то грязные недоделанные скетчи. Я так понимаю, это должно было быть сравнение между тем, как я рисую как бы реальных кошек и вот этих вот фури-котов из моей вселенной. Вот этот рисунок довольно свежий. Просто был нарисован в старом скетчбуке. Это был подарок для одного художника, но юмор в том, что он даже не заметил этого подарка, никак не прокомментировал. Грустно. Ну и последний скетч на сегодня — это опять маленький Уильям и его приемный отец. Ну вот и все. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, какой формат вам больше понравился. Как в первом видео, где я в режиме реального времени листаю скетчбук. Может, это для вас было более лампово, что ли? Или лучше, более хорошее качество, как в этом видео. Ну, всем пока!